Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUI. Так, ну что, я вижу, есть у меня тут из легендарных фигур Эмпреска, Леший и Нежить. Но, знаете, я все-таки хочу попробовать поиграть через Эмпреску, потому что там в комментариях меня просили когда-то, чтобы я записал Эмпреску через зверей. И вот я хочу попробовать сегодня, может мне все-таки повезет, и я запишу Эмпреску через зверей. Посмотрим. Буду просто вот целенаправленно ее собирать. Буду играть через зверей, все такое. Ну и, соответственно, от того, что мне будет идти, как бог рандома мне улыбнется. Надеюсь, конечно, он хорошо мне улыбнется. Луну буду покупать. Может быть, у меня она соберется в 2 звезды. Если она соберется в 2 звезды со старта, это будет прям то, что доктор прописал. Ну, пока мне мой старт нравится. Есть и друиды, есть и Луна. Может, мне сейчас и гоблин-убийца в 2 звезды придет на следующем раунде. Блин, ну минус броню я хочу взять. Минус броня это прям круто. Так, ребят, я хочу напомнить, что я вижу уже китайца, который нашел себе Сларка в 2 звезды. Ну, надеюсь, что, как говорится, закономерность какая-то будет, и мне все-таки упадет 2-звездочная фигура, которую я хочу, это Луна. Луна, почему Луна? Потому что, во-первых, я могу с ней и эльфов скомбинировать, и зверей поставить, это будет довольно-таки неплохо и сильно. И могу троллей поставить, и она, соответственно, будет любой спам в легкую зачищать еще. Вот это, конечно, мне сейчас пришло. Вот это мне нравится. Давай еще гоблина-убийцу сейчас в 2 звезды, и будет вообще кайф. Это предметы не очень. Перчатка мне тоже не нужна. ХПшка. Ну, ХПшку я возьму, потому что Луна, она не совсем плотная. Я бы даже на самом деле 6 брони ей взял. То есть, если был бы выбор 6 брони взять, либо 300 хп, я бы все-таки, наверное, 6 брони взял. Потому что у Луны одна броня. А извините, что такое одна броня? Если там у твоего противника будет минус броня, то там забей. Опа. Вот это... Ну, мне нравится. Ха! Будет, знаете, что круто? Если я соберу Луну себе в 3 звезды. Я хотел молнии. Просто если бы мне сейчас упали молнии, было бы намного сильнее. Но, к сожалению, упало то, что упало. Это плащ-пальто, плюс 50 магического сопротивления, чтоб никто меня не... Ну, вы сами дальше продолжите в комментариях, чтобы меня что. Так, ребят, напоминаю, мне нужна ваша поддержка, не забываем ставить лайки, комментарии, а кто не подписан, подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео и в комментариях под видео. Что из телеграм-канала там хорошего? Я там пишу по обновлениям игры, когда стримы, и там самое главное, это есть чат комьюнити, где вы можете задать свои вопросы, пообщаться и тому подобное. Вот и все, в принципе. Так что, ребят, присаживайтесь все сейчас поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, хорошего дня и приятных снов. Блин, ну мне пока что хорошо идет. Если мне сейчас еще и баф людей придет, а если мне еще и Лина в 2 звезды придет, это прям будет то, что доктор прописал. Я, конечно, сижу без денег, но меня, в принципе, все устраивает. Я даже могу поставить себе 6 рыцарей, если все хорошо будет приходить. Я, кстати, сейчас, если что, поставил наперед Луну, исходя из того, что куча убийц в игре. Из-за того, что куча убийц в игре, я вот решил именно сделать так. Потому что я не хочу, чтобы моя Луна быстренько умерла. Потому что там есть убийцы, и если там у убийц будет минус 6 брони, то это будет печально, будет больно. Как вы видите, я сейчас из инкама выхожу. Я хочу взять максимально быстро уровень, чтобы мне 3-го тира фигуры приходили намного чаще. Ой, хорошо, они в инчу все присосались. Хо-хо-хо. Блин, вернуть бы старую инчу, которая хил накидывала, было бы вообще 10 из 10, но... Нет так нет. Не, ну мне прям что-то хорошо идет. Орк-охотник, если орк-охотник 2 звезды придет, это будет вообще 10 из 10. 2 чувака играют на полном лустрике. Меня все устраивает. Я доволен. Может, орк-охотник мне в 2 звезды придет. Ладно, я гоблинов убийцы продам и все-таки усилю свой стол. Я хочу попробовать на винстрике побыть немного. Против убийц, в принципе, подойдет и рыцари. То есть, если мне сейчас будут рыцари идти, я поставлю себе рыцарей, и будет кайф. Вот реально будет кайф. 3 человека уже на полном лустрике играют. Ну, мне такой старт однозначно нравится. Во-первых, у меня есть возможность, что я могу себе сделать винстрик. Это первый момент. Но второй момент, это то, что я вдруг чего сэкономлю себе кучу хп. Да, я сижу без денег, и мне в идеале все-таки выйти в винстрик. Если я выйду в винстрик, то я компенсирую свои затраты в начале, и будет все хорошо у меня. Будет куча денег, все такое. Кстати, мне нужно ваше мнение.
Я рассчитывал на то, что мне сейчас придет усиление, но чего нет, того нет. 150 хп или баф рыцарей? Я, кстати, могу взять 6-й. Один человек вышел из игры, подумал, что он его в баню. Агра хочется. Хотел бы фуру поставить для бафа людей. Ой, для бафа людей. Вот это я сказал, да? Смотрю на Лину и говорю для бафа людей. Ой, Тинкер в 2 звезды с бафом инчи. Что такое? Я смотрю на инчу и говорю с бафом инчи. У него, короче, кристалл божьего посланника, и он украл способность моего трента, чтобы отхиливаться. Ну хорошо, что хотя бы первого уровня. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я понимаю подгон. Ха! Вот это я понимаю. Вот это вот мне нравится. Такой старт меня устраивает. На самом деле, у меня стол сейчас не особо большой, но если так подумать, скажем так, глобально, то у меня довольно-таки сильный стол. Очень даже сильный. Из-за того, что у меня есть тренд в 2 звезды. Это кусок мяса, который тебя хилит. Ну и, соответственно, у меня еще и баф эльфов немного есть. Жалко, конечно, медальон первого тира поднерфили, и он больше не дает уклонения. Я бы с удовольствием взял бы этот медальон. Я хочу еще реликвию себе хаотичный договор. Так вот, вернусь к тому, о чем я говорил. Мне нужно ваше мнение, потому что в субботу и воскресенье я хочу провести стрим по ТФТ. 2 стрима будет, соответственно, чтобы показать, насколько я продвинулся в ТФТ и, соответственно, узнать ваше мнение, насколько будет интересно и все такое. Я думаю, стрим будет довольно-таки эпичный. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому мне нужно ваше мнение, я еще сделаю опрос в своем телеграм-канале. Но в любом случае я хочу запустить 2 стрима подряд. То есть субботу и воскресенье. 5 винстрик у меня есть. 1 рыцарь есть, но я так не хочу выходить из хорошей экономики. Ну, по идее, если сейчас на 10-м раунде мне падает хаотичный договор, у меня будет все идеально. Ну, по идее, я должен его стол спокойно забрать. Если сейчас, конечно, Сларк не присосется к моей луне и не вынесет ее за 3 плюхи, то я должен его забрать. По крайней мере, я хочу в это верить. Сейчас посмотрим. Ты ко мне придешь или не ты ко мне придешь? Не ты ко мне пришел. Ну и ладно. Обидно, на самом деле, что не он ко мне пришел, потому что я рассчитывал, что я заберу у него винстрик и будет все хорошо. Но у меня стол, на самом деле, посильнее, чем у него. Просто у него есть Сларк, который может присосаться к моему керри и вынести его в легкую. Знаете, сейчас по закону подлости мне хаотичный договор не упадет, а ему хаотичный договор упадет. Взять рыцарей или не взять рыцарей? Вот в чем вопрос. Взять рыцарей или не взять рыцарей? Пока что вместо Лины поставлю Абадона. В него как-то я поболее верю. Плюс это рыцарь. Вообще, на самом деле, тут реликвии классные. Тут можно и через аптечку священника поиграть. И есть мастерская бума. ТБ уже есть, кстати, в игре. Тут по-любому будет ТБ. Напомню, что ТБ это мета. ТБ сейчас всегда хорошо, легко, ну как легко собирается. Если никто его, по сути, не собирает, и тебе везет на него, то, соответственно, тебе он хорошо и рано придет. И это метовый герой, который разваливает, будь здоров, он не особо требовательный к предметам, есть просто вот ключевые предметы, которые ему необходимы. В общем, я там выпускал ролик с ТБ, поэтому вы можете его спокойно посмотреть, и надо рандомить, как по мне. Как по мне, надо рандомить. Еще и баф 4 рыцарей поставил. Ладно. Ладно. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Обидно, конечно, что не хаотичный договор, не мастерская бума, но в принципе сумка пандамена мне пойдет. Хотя на самом деле нет, не пойдет. Вот это вот на 10-м раунде очень важно. У него хаотичный договор. Ну, кто бы сомневался, ребята, кто бы сомневался. Вы сомневались? Я не сомневался. Как-то так. Как-то так. Ну, я его тут еще и выиграл. Ну, все по закону подлости. Нормально. Ой. Что-то 5-я точка у меня немного закипает. Да.
Такой хороший старт и без хаотичного договора. Но я надеюсь, хотя бы до 20-го раунда я смогу продержать свой винстрик. Не зря же я все-таки выходил из экономики. Правильно? Вот, я ролик с ТБ выпускал. Кому это интересно, можете его посмотреть и сами, соответственно, решить, насколько сильный сейчас ТБ. Сейчас ТБ собирают в каждой игре. Он, чуваку, антимаг уже упал на 6-м раунде. Он его, конечно, не ставит из-за того, что у него баф людей и баф рыцарей. Но возьмет 7-й уровень и поставит себе еще и антимага сверху, которым будет разваливать. Как-то так. ТБ вообще не требовательный к предметам. Есть просто вот ключевые предметы, о которых я говорил в ролике. Поэтому довольно-таки много информации я там сказал. Кому интересно, обязательно посмотрите. Ну, и сами знаете, что там надо сделать. Так. Тут 4 двойки против моих 3 двоек. Ну, по сути, должен... Ой-ой-ой! Мне такой тинкер нравится. Его тинкер, чтобы вы понимали, закинул ракетки в моих призывных существ. В бревна. Парень там, кстати, себе уже 7 винстрик сделал. Ну, обидно немножко. Мне все-таки, знаете, немножко гложет то, что, ну, не смог я ему сбить винстрик. Вот немножко прям. Вот прям тютельку. Ой, кстати, неприятно то, что там парень имеет сейчас себе Тинкера в 2 звезды, Марса в 2 звезды и Жрицу в 2 звезды, потому что весь мой урон она может спокойно отхилить. Парень нашел себе еще Башер 1-го тира. Да плохо. Он может меня со стана не выпускать. Ой, я, кстати, могу ему проиграть. Если сейчас сойдут все звезды на небе, то я проиграю ему. Ну, тут я выиграл, тут баф людей, баф жрецов, на лустрике играет. Мне на самом деле нравится, когда много народа играет на лустрике. Ты можешь экономить себе хп, даже винстрик иметь можешь спокойно. А если ты себе еще и стол усилил, то вообще забей. Блин, пока что грустно по фигурам. Я надеялся хотя бы баф зверей найду довольно-таки быстро. Ну, кстати, чел на 2-м месте нормально так поднимается. Но у него сильный стол сейчас. Объективно у него сильный стол. Ну, надеемся на то, что мне рано придет МПС-ка, и желательно, чтобы она пришла ко мне в 2 звезды. Я, короче, чтобы вы понимали, пытался записать эту МПС-ку уже несколько раз. Я видел, что она есть в раскрытых фигурах, я такой думаю, ну, поиграю, попробую. Все-таки почему нет? И вот я... Сколько сделал попыток? Попытки 3-4, и мне то ли предметы не идут, то ли мне не идет МПС от слова совсем. Я как-то взял себе 12 уровень, у меня было 6 зверей, 4 горна, МПС, но у меня МПС была в 1 звезду, и она просто не приходила ко мне. Ни яйца, ни МПС, ни мамора, и, кстати, я здесь сдох, если что. Я там прочекал, получу ли я за винстрик или нет, но он просто весь мой урон от этого жрица выхилила спокойно. Ну, у него стол довольно-таки сильный. Реально очень сильный стол. Жрица, Марс, Резак, Тинкер. Обидно. Ну ладно, я в принципе в 50 монет... А, ну и усиление, конечно же, вовремя приходит. Ну, куда ж без этого? Ладно. Ладно. Пойдет. Два трента у меня есть, у меня тоже сейчас хороший хил. Мне бы, конечно, найти сейчас еще одного человека, чтобы вот прям много опыта получать. Было бы кайфово. Сумку юзать я не буду, мне от нее смысла пока что нет никакого, потому что мне нужно идти как можно быстрее в уровень, желательно 9 взять, а лучше всего 10 взять и на 10 начать ролиться. А в принципе, когда я буду там ролиться на 10, то можно и сумку заюзать. Заюзаю сумку, сэкономлю себе денег на поднятие фигур. Надеюсь, конечно, и верю в то, что мне сейчас придут нормальные предметы. Ну, как говорится, надежда умирает последней. Что-то пока что не приходит. Ни собака, ни зверей. Друиды идут, а вот... Серьезно? Да. Да не бомбит у меня, не бомбит. Да не бомбит, вообще не бомбит у меня. Ребят, ни грамма у меня не бомбит.
хотя бы палка, спасибо на этом. Мне нужно найти рок войны первого тира. Тут ТБшку я пока что вынес, но у ТБ плохие предметы пока что. Как только он найдет себе более-менее хорошие предметы, то есть, ну, вот эту вот базу, хотя бы наследие духа огня, молнии второго тира, либо же какую-то скорость атаки, двойные клыки может найти себе. Вот, кстати, там сейчас антимаг 2 звезды, он меня спокойно может разорвать. Больно на это смотреть, больно. Кстати, много кто, когда играет через зверей и эмпреску, не покупает выдру. Ребят, всегда покупайте выдру, когда играете через эмпреску, потому что выдра бафает урон на призывные существа. А я напомню, что эмпреска призывает свой дубликат. Именно призывает. Это тоже призывное существо, на которое работает рок войны и баф выдры. Там сильно бафает урон. Сильно. Ну, не идет как-то пока. Вот вообще не идет. Так, надо горн, наверное, все-таки взять. Думаю, все-таки стоит взять горн. Парень, кстати, будет играть через 4 бога, 4 духа и Керри Тинкер. Не знаю, проживет ли он здесь, но посмотрим. Там, кстати, скоро соберет себе Сларка в 3 звезды. Он из инкама выходит, ролится. Да. Медуза в 2 звезды. 4 морских поставил зачем-то. Наверное, против того Тинкера. Меня, в принципе, устраивает. Винстрика, к сожалению, у меня нету. Ну, у меня, в принципе, и хаотичного договора нету. О, плюс монетки. 8 уровень. Да где мои звери? Меня скоро разорвет, отвечаю. Зверей тупо точка нет. Но на самом деле мне не нравится то, что у нее есть медуза в 2 звезды. Это много контроля. Тинкер в 3 звезды у одного, второго. Сильно. Но у меня есть магический плащ. Он мне, в принципе, пригодится. Сейчас посмотрим. Может, на 20-м раунде ко мне придет мастерская бума. Ладно, палка, в принципе, неплохо, но мне нужен рог войны. Без рога войны у меня импресска дамажить так сильно не будет. Да. Ну, похоже, это будет игра максимально показательная, в котором у меня предметы вообще идти не будут. Ну, конечно, еще рано об этом говорить, но вероятность такая имеется. Магический плащ, конечно, нормально меня дефает, но недостаточно. Сларк меня вообще аннигилировал, хотя там и медуза 3000 урона нанесла. Ладно. Саня, терпение. Терпение, только терпение. Но вы сами прекрасно видите. Вообще не идет ничего нормально, адекватно. Но у меня зато есть хп. У меня есть хп, у меня есть деньги. У меня с этим все в порядке. На самом деле, я, наверное, все-таки жреца буду еще одного докупать. 6 людей поставил ТБ. О! Любимые инсектоиды собираются. Ну, посмотрим. Повезет с импреской, повезет с предметами, все будет хорошо. Не повезет ни с тем, ни с тем. Ну, полетим в следующую игру. И хаотичный договор пришел. Кайф. И звери начинают приходить. Нормально. Наконец-то. Ладно, горн пока что продам. Я просто сейчас ролился для того, чтобы найти себе баб-жрецов. Как говорится, искал медь, нашел золото.
Убийцу Горна пока продам. Мне все-таки нужно найти жреца. У меня есть аптечка, я хочу как можно быстрее выйти в 10, может даже 11 получится взять через эту аптечку. Посмотрим. ХП мне пока что позволяет. Но пока что не будем загадывать. Продам одну выдру, чтобы выйти в 50 монет плюс, потому что не факт, что я сейчас буду побеждать. У меня вроде бы вот как бы смотришь на мой стол, у меня куча двоек. Смотришь на стол врагов и понимаешь, что, Саня, то ты, ну, в очень плохих условиях сейчас находишься. Давай, рок войны. Как же меня это бесит. Не знаю. Я максимум сейчас эмоций передаю. Но я думаю, вы сами прекрасно понимаете, насколько меня это сейчас все бесит. Вот просто, насколько это сильно меня бесит. Не понимаю пока, что я здесь выиграл или проиграл. Ну, вроде бы выигрываю. Да, вроде бы выигрываю. Сейчас отхил появится, да? Да, нормально. Либо ничья, либо выиграю. Но судя по тому, как я его сношу, я выиграю. Ладно, экономия еще по хп. Может, сейчас жрец мне упадет. Упадет жрец, будет хорошо. Хан, кстати, есть. Можно и 4 горна здесь будет поставить себе. Там ТБ уже в 3 звезды на 22-м раунде. Ну да, конечно, конечно. Омник есть. Ну, Омник бесполезен в этой игре, потому что здесь есть огромный ТБ. 3 звезды. Да, у него сейчас нету никаких зверей. Если он соберет себе сейчас 2 друидов 3 звезды, то это будет печально. Печально будет для нас. Он будет выносить всех и вся. И я, короче, сейчас не буду сильно упарываться в роллы. Ну, когда-нибудь найду жреца. Да, конечно, хотелось бы мне сэкономить хп. Но чего нет, того нет. Тут пока что непонятно, что собирается. Ну, тут антимаг меня уже взорвал, уже видно. Вот 500 урона. Самый балансный герой. Поэтому аптечку активируем. Нормально, 9 взял, хорошо. Эмпреска! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не только эмпреска, еще и жрец, и есть маленькая цветка. Кайфы! Это не нравится. Осталось теперь только найти рок войны. Все, и теперь мы идем в уровень. В уровень и еще раз в уровень. Мне нужен 10. Раньше, чем не 10, я не смогу собрать себе эмпреску. Кстати, я ее пока что уберу. Поставлю баф людей, потому что буду играть через устрик. Вопрос один. Нужен ли мне Фурион вообще? Да, на самом деле не особо он мне и нужен. Этот Фурион. Ну пусть пока стоит. Может я все-таки буду через максимальный спам играть. Без горна. Хотя я думаю, без горна здесь не получится. Так. Тут пока непонятно. 2 бога. 3 гоблина и, соответственно, Кири Тинкер. Но меня все устраивает. Надо получать пока что легко в табло. Ребят, держим за меня сейчас кулачки. Все вместе держим за меня кулачки, то, что мне придет импреска в 2 звезды. Так, змейка. Все, звери начали идти, все хорошо, все прекрасно. Может, все-таки импреску поставить, чтобы меньше в лицо получать? Я бы мог на самом деле выйти сейчас из инкама, взять себе 10 уровень и получать спокойно себе в лицо и апать себе за этот счет 11. Так, раз там будет ТБ, против ТБ и инсектоидов мне нужно найти будет двойные клыки. И Мьёльнир мне надо 5-го тира. Мьёльнир, криты, вот такой вот мне надо будет найти 5-го тира. Мне нужен будет урон с руки, мне нужна будет скорость атаки. Очищающая сфера вроде бы как бы да, но как бы нет. Кристалл призрака тоже, в принципе, можно было бы. По минус 10 получаю. Неприятно. Выйду немного из инкама. Сейчас поставлю себе немного зверей.
Мне на самом деле надо нормальное, адекватное усиление. Может, мне сейчас упадут молнии второго тира с мобов. Надо, наверное, нежить заблокировать, чтобы у меня было больше шансов на выпадение легендарной фигуры Эмпрески. Вон парень на 9 уровне себе Варлока в легкую нашел и кайфует сидит. Кристалл призрака. Вот кристалл призрака я возьму. Я от него отказываться не хочу. Сильный предмет для меня. Ставим пока что дальше лустрик. Ну, не лустрик, а жрецов, чтобы себе хп экономить. Раз аптечка работает, может все-таки у меня и получится собрать. 11 уровень. Так, ну жрецов вроде не намечается ни у кого. Медальон я скипну, потому что нужно найти рок войны в первую очередь. А там кто-то вылетит, и я попробую предметы поискать. Может, до 30-го раунда дотерплю, а там мастерская бума мне упадет, и переработаю предметы. Ну, посмотрим. 6 хп восстановил с 2 баночек. В принципе, норм. Серьезно? Без двойных клыков в этой игре я получу в табло. Мне нужно найти будет двойные клыки и Мьёльнир, желательно 5-го тира. В общем, мне нужен будет урон с руки и скорость атаки. Но двойные клыки мне здесь обязательны. Ничего другого мне не поможет в этой игре. Двойные клыки обязательны. Без них я не смогу ТБ нормально забирать. Потому что когда ТБ перевоплощается, там становится 3 ТБ. Двойные клыки будут по всем урону наносить. Нормально, я 11 все-таки смогу взять, если, конечно, мне все лицо не оторвут. Так, есть, отлично. Квапу возьмем. Так. Мьёльнир, пожалуйста. Ну, я возьму щит 5-го тира. Все-таки, когда у тебя 3 щита 5-го тира, намного как бы комфортнее ты себя чувствуешь. Омник. Ну, омник мне не надо. Ладно, Фуриона продам. Сейчас один раунд проиграю и, наверное, полностью буду выставлять весь свой стол. Самое главное, чтобы ко мне сейчас не пришел инсектоид и не снес мне все лицо. Это самое главное. Так, хорошо, это не инсектоид, это парень с антимагом и с некромиконом, еще и с варлоком 2 звезды. Ой-ой-ой, сколько големов! Мне по-любому в этой игре надо двойные клыки. Если не будет двойных клыков, меня аннигилируют. Пожалуйста, не все лицо! Пожалуйста, не все лицо! Пожалуйста! 7 хп. Фух! Пойдет, пойдет. Пойдет. Боже, как это было на тоненького. Отлично. Так, к черту баф людей. Горн берем по-любому. Горн мы берем чисто из-за того, что надо душить ТБшку. Когда ТБшка перевоплотится, он будет бить этот горн. Все, отлично. Меня все устраивает. Омник на самом деле мне в этой игре не нужен. Он мне ничем не поможет, этот омник. Там есть чистый урон. Да, этот омник может скидывать просто дебафы. О, горн. Ой, хорошо. Яйцо. Отлично! Импреска в 2 звезды. Осталось теперь только найти адекватные предметы. Как только найду адекватные предметы, будет идеально. Осталось только найти хорошие предметы. Без двойных клыков в этой игре я ничего не сделаю. Хан в 2 звезды. Ну, на самом деле, Хана можно взять. Это кусок мяса. Вот ТБшка, кстати, пришел. Вот смотрите, сейчас видите, перевоплотился ТБшка. Он немного времени потратил на то, чтобы убить этот горн. Ну вот, опять он... Нормально, нормально. Душу, душу. Но были бы двойные клыки, я намного быстрее бы его задушил. Винстрик забрал, отлично.
Пока так сделаю. Ну, смотрите, мне нужны волшебники, но тогда мне придется лишиться... А я не смогу никак сделать, да? Да, мне для того, чтобы так сделать, надо 12 уровень, но я не смогу этого сделать, потому что мне... Ну, мне хп не хватит тупо. Квапу я не хочу терять. Квапа слишком сильная. Она ломает позиционку, дает контроль, наносит много чистого урона. Поэтому квапу я не хочу терять, квапу я оставлю. Так, Тинкер, здорово, как дела? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, вот то, о чем я говорил. Вот то, о чем я говорил. Оп. Змейку не могу купить, денег нет. Леший. Ну и леший мне не надо. Сейчас подождем следующий раунд, может мне упадет сейчас. Мастерская бума. Упадет мастерская бума, будет хорошо. Плюс 300 хп закидываю, потому что от брони толку нету. Он ТБ, кстати, на первом месте. Парень на втором месте странную сборку делает. С помощью варлока тащит просто. Блин, ну да, я никак не могу сделать себе 4 горна. Только квапы лишаться, ставить волшебников, но все равно мне места не хватает. Мне тогда цветку надо будет одну убирать, чтобы поставить себе 4 горна. Но если я уберу одну цветку, у меня дубликат цветки будет без предметов. Ну а у него, ну как ты так сделал? Ладно, окей. Спокойствие. Саня, только спокойствие. Только спокойствие. Тебе тоже сейчас фартанет. Мету берем, хп будем восстанавливать себе. Будем как-то жить. Жить, не тужить. Ладно, будем искать предмет сейчас третьего тира. Пожалуйста, двойные клыки. Очищающая сфера. Ну мне это не надо сейчас. Вроде бы как бы круто взять очищающую сферу, потому что это скорость атаки, это отключение синергии, но мне надо двойные клыки. Без двойных клыков я здесь не выживу. Ладно, мету заюзу заранее. Все печально. Ой, ой, как хорошо сломал позиционку только что. Так, -1. В топ-3 я зашел. Отлично. Не знаю, смогу ли я здесь топ-1 взять. Имеется огромное сомнение, то, что я смогу здесь топ-1 взять. Парень на третьем месте непонятную вообще сборку себе сделал. 2 горна. А, вот кто моих мишек покупает. Понятно. Он через спам решил поиграть, но это ему не поможет. У ТБшки есть двойные клыки. Он там в кучу денег сидит. Ну, сидел, по крайней мере. Из-за того, что у ТБ есть двойные клыки, весь спам аннулируется. Потому что урон проходит по всем зомбарям, по всем дубликатам. Короче, вы поняли. Он тоже горн поставил. Ну вот. Вот какие он мне куски отрывает. Из-за того, что у него есть двойные клыки. 3 хп у того чувака осталось. А у меня 9. Не знаю, как-то так сделаю расстановку, чтобы сразу ТБ, наверное, бить. Хотя черт его знает, как лучше. У него все-таки у этого ТБ есть горн.
который тянет время. Ладно, надо пробовать, рисковать. Пожалуйста. Так... Какой щит? Ладно, может сейчас доживу до 35-го раунда, и на 35-м раунде я смогу найти адекватный предмет. Но у него слишком сильные предметы. У него обалденные предметы, если честно. Лучше предметов сейчас не придумаешь для такого ТБ. Особенно, когда против тебя два человека играют, которые играют через спам. Ну, тут я вообще в легкую выношу. Вообще проблем никаких нет. Он слабый стол себе собрал. Последняя надежда. Не факт, что это поможет уже теперь, но последняя надежда, пожалуйста. Наследие Духа Огня — это классная тема, но мне оно сейчас не надо. Вот сейчас конкретно в этой игре это мне не надо. Ну, короче, ребят, вот вам. Приколюшка. Ну, я проиграл чисто из-за того, что мне сейчас не повезло по предметам. Ну и ладно. Ну и черт с ним. Немножечко все-таки обидно. Вот прям чуточку обидно. Чуточку. Я слишком много потратил роллов на предметы 3-го тира. Не доживу, прикиньте. Прикиньте, не доживу до 35-го. У меня была мелкая надежда, что я доживу все-таки до 35-го раунда. Обидно. Обидно-то как. Ну, двойные клыки зарешали. Но ему жестко повезло с предметами. У него очищающая сфера. Скорость атаки у него нормально. Наследие Духа Огня ему упало. И просто двойные клыки ему падают. И он весь спам против него резал, как не знаю кого. Ну, я пытался, я старался, но, к сожалению, вот так вот. Как говорится, какой бы ты скилловый не был, всегда найдется против тебя какой-то китаец и вьетнамец, который будет просто сильнее в чем-либо. В предметах, в героях, в сборке. Ну, вот так. Но в целом игра была красивая. Жалко, конечно, что топ-1 не забрал против метового ТБ. Но предметы подвели. В этой игре просто зарешали предметы. У меня было все хорошо. Зарешали предметы. Обидно, печально, но да ладно. Все равно кайфанул. Эмоции я получил. Максимально показательная игра. Что бывает, когда тебе идут фигуры, но нет предметов. Вот. Как-то так. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Также не забудьте поставить свой лайк, а кто не подписан на меня, обязательно подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!